Часто поднимается вопрос о том, против кого и за что воевали генерал Власов, атаманы Краснов и Шкуро. Есть мнение, что они сражались на стороне немцев скорее против большевиков, чем за гитлеровскую Германию. Эти люди оправдываются некоторыми нашими современниками таким образом. Дескать, тот же Краснов был настоящим русским патриотом, но не мог смириться с тем, что на его родине установилась советская власть. Поэтому он воевал не против русского народа, а только против большевиков. Вполне логичное объяснение, но изъяны в нем все же есть. Не зря война называлась Великой и Отечественной. Русский народ, в широком смысле этого понятия, отстаивал свою землю, а не коммунистический режим. И это прекрасно понимал один белогвардейский генерал, о котором далее пойдет речь. Звали его Петр Семенович Махров. Этот человек прошел Первую мировую, в гражданской долго не хотел участвовать. Во-первых, не мог Махров заставить себя воевать в конфликте, где один народ разделился на противодействующие стороны. Во-вторых, брат Петра Семеновича, Николай, воевал в рядах РККА. И вполне могло получиться так, что брат пошел бы на брата. Но обстоятельства вынудили Махрова вступить в белое движение. Это произошло в Крыму. Как известно, большевики победили, а наш герой отправился жить во Францию. Какое-то время он обитал в Париже, затем перебрался в Ниццу. В эмиграции Махров чувствовал себя не очень хорошо, как и многие другие выходцы из России. В том смысле, что денег у него не было. Генерал преподавал языки и писал статьи для русской прессы во Франции. Когда Махров узнал, что Гитлер напал на СССР, то он обратился с письмом к советскому послу Богомолову с просьбой зачислить его в Красную армию. Петр Семенович объяснил свой поступок тем, что это нападение возмутило его до глубины души. Махров осознавал, что родина, которая пусть и находится под властью большевиков, в опасности. Петр Семенович, как настоящий патриот, решил внести свою лепту в защиту родной страны. Махров понимал при этом, что в генеральском звании ему воевать точно не дадут, поэтому наш герой просил зачислить его в РККА хотя бы рядовым. Но письмо прочли там, где надо, и Махрова во Франции арестовали. За белого офицера вступился генерал Ниссель. С ним Махров работал в одно время в Польше. Петра Семеновича выпустили из тюрьмы. В советскую армию, естественно, не приняли. Генерал дожил до 87 лет. Он оставил этот мир в 1964 году. В 90-х годах прошлого века были опубликованы мемуары патриота России Петра Семеновича Махрова. На мой взгляд, этот человек действительно был настоящим патриотом. По нескольким причинам. Во-первых, он не хотел гражданской. Во-вторых, когда началась Великая Отечественная, пошел на риск и выразил желание воевать за свою родную страну. Достойно уважения. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.